Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Козерог на канале Астро Инспирационе. Второй прогноз, что ждет вас до конца мая, события и неожиданности. Что случится, что произойдет до конца месяца в вашей жизни, а возможно неожиданно, стремительно. Вот давайте узнаем. Но наш расклад мы начнем с необычной позиции. Мы достанем две карты. Сбудется ли ваше желание? Осуществится ли ваше намерение? И не торопитесь загадывать четко. Я достану две карты. Мы их откроем в самом конце. У вас будет время, пока вы смотрите расклад. Может быть, вы вполне вероятно услышите ту информацию, когда вопрос изменится. Или вы захотите рассмотреть как карта совет два варианта, что будет, если я поступлю одним образом или поступлю как-то иначе, да? Итак, первая карта, вариант номер 1 и вариант номер 2. Сбудется ли ваше желание, осуществится ли ваше намерение. И колоде Ленорман, очень добрая колода, мы зададим конкретные вопросы. Все же элемент внезапности, неожиданности присутствует, поэтому что, возможно, вас удивит, возможно, будет стремительно, неожиданно до конца месяца в вашей жизни. И вторая карта, а что уйдет? Что завершится? Возможно, сами вы тут что-то завершите. Ну и, соответственно, а взамен что придет? Что изменится в вашей жизни? С чем, с кем это будут связаны перемены? И что будет продолжаться? К чему все идет? И последняя карта – приятный сюрприз, который ожидает Козерогов до конца месяца. Так что же тут внезапно? Что вас, возможно, удивит? Опять же, с чем, с кем это связано? Сильная позиция. Это то, что нужно Козерогам. И правда, у вас сильная позиция. Это даже астрологически, по гороскопу, да? Я приглашаю на свой сайт, ссылка будет в описании под видео. Именно гороскоп прочитать для вашего знака Зодиака. Я думаю, подсказок будет больше. Здесь, может быть, и у вас складывается так обстоятельства, когда вы можете оказаться среди персон, которые несколько находятся на другой ступени лестницы иерархии, то есть как бы более ресурсные, более такие, ну, имеют, опять же, рычаги какие-то, да, воздействия, влияния. Тут и ваша сильная позиция, для кого-то из вас вопросы карьеры. Вполне вероятно, это будет, даже если личная жизнь, то значит, это вы первую скрипку будете играть. Но вот именно вы как чувствуете свою силу в каком-то новом, хочется сказать, может быть, эквиваленте. Или то, что вы можете что-то сейчас осуществить. Это будет как приятный сюрприз, осознание, что да, все в моих руках. Давайте узнаем, с чем, с кем это связано. Что вас удивит, что будет неожиданно. Вопросы любви, мои дорогие. Может быть, это конкретно королева чаш, это любимый человек. И не важно, что королева, да, тут меня смотрят мужчины и девочки, неважно, какой возраст. То есть это может быть либо с родственником, либо действительно это любовная история, может быть, новое знакомство, недавнее, или семейное что-то. И не важно, что королева, здесь может быть как и мужчина, так и женщина. Перекладывайте на себя. Так что вас удивит? А я должна сказать, тут радость какая-то. Точно, мои дорогие. Поэтому у кого-то помириться можно, у кого-то найти взаимопонимание утраченное, для кого-то всерьез задуматься о том, чтобы перевести отношения на новый уровень, сильная позиция, десятка чаш, карта радости, благополучия, изобилие, процветание тоже. Это когда все в полном балансе. Вы чем-то останетесь довольны. У вас какие-то приятные события идут в вашу жизнь, причем так стремительно. И если, к примеру, какая-то история так вот ни шатка, ни валка, или была конкретно ссора, найдете компромисс, значит, может быть, и вам где-то придется, ну, какие-то рычаги-то тоже искать, да, но в вашей власти. Самое главное, если мы хотим, нет преград, мои дорогие. Что завершается, что уходит. Но это сама по себе карта говорит о том, что саркофаг она называется в этой колоде. И бог Анубис, да, подземный владыка, говорит, оставь прошлое в прошлом. Я буду беречь твои воспоминания. Может быть, это было связано с тем, что даже строили планы, этого не было осуществлено. Жизнь меняет
ракурс, мои дорогие, и уходит. Как, знаете, вы вычищаете из своей жизни все то, что не нужно. Может быть, прежние обиды, может быть, где-то и прежние планы, которые, ну, увы, не были осуществлены. Вот ваша задача, перезагрузка какая-то идет. Давайте еще пару карт достанем. Так что же уходит, что уйдет, что вы завершаете? Вот какое-то длительное ожидание. Может быть, какие-то сложные мысли, мои дорогие, когда мы думать думали, а сделать ничего не могли. Вот, может быть, даже это из разряда того, что и хотел когда-то, душа как пылала, горела, а вот как-то сложились обстоятельства по-другому. Меняется ваша жизнь. Вы, кстати, можете изменить какой-то свой, ну, может быть, идею или план, который у вас возник спонтанно и совсем недавно. Кто-то может изменить, ну или задуматься всерьез по работе или о доходе. Все-таки рыцарь жезлов. С одной стороны, это может говорить и о человеке таком вот спонтанном, да, который где-то на импульсе принимает решения. Может быть, меньше будет той импульсивности или вот таких вот импульсивных людей, которые своим появлением все с ног на голову переворачивают. Да, вот представьте, я иногда привожу такой пример. Вы едете по дороге, да, например, за рулем своего авто, и скорость потока, да, мы все знаем это. И обязательно находится один, который начинает какой-то слалом на дороге. В итоге все встречаются на светофоре, так или иначе. Но вот эта путаница, вот эту сумятицу, которую вносит человек своим именно поведением, вот что-то подобное может быть в вашей жизни, и это уходит. Хочется сказать, а не хайде. Так а что же придет взамен? Давайте узнаем, что идет в вашу жизнь. Ой, как волшебно. Карта Солнца. Исполнение желаний. Кстати, карта ясности. Я часто говорю, выбор направления. И поэтому, судя по вот... Потому что уже выпало, вы правда с чем-то будете определяться. Что-то ведь и прояснится, какой-то вопрос до конца мая. Больше радости, больше возможностей. Вот у вас сильная позиция от начала до конца. И знаете, вот может быть это новое направление, как по личной жизни, может быть по каким-то задачам, которые касались вашего труда. Тут вы порядок наводите, все же нам карты четко так сказали. Значит, избавляясь от каких-то ошибок, ошибок прошлого, или выравнивая какую-то историю, вы определяетесь, что же следует продолжать, или какие отношения следует продолжать. А для кого-то из вас может даже так совпасть, с учетом рыцаря жезлов, вы собирались в одно место ехать, а поедете или засобираетесь куда-то в другое место или в другие сроки. Сроки могут сдвигаться, расписания могут меняться. К этому будьте готовы. Что будет меняться? Вот с чем, с кем связаны перемены? Ух ты! Знаете, вот эта карта приносит хорошее настроение, вдохновение, приятные вести, новости такие полезные и где-то чувствительно добрые. Это как на радуге всадник, буквально с сумкой почтальона на коне. И радуга – это всегда как больше возможностей исполнить свою мечту. Тут и перемены у кого-то, эти перемены с известия, с важного разговора, с какого-то контакта точно. Но личная жизнь не на последнем месте, мои дорогие. Тут что-то трансформируется, меняется. Букет, подарок, мои дорогие. Как и письмо может быть, так и подарок, участие какого-то человека в вашей жизни. Оно тоже меняется. Карта императрица. Вообще можно наш расклад, конечно, заканчивать. Уже солнце выпало, императрица выпала, десятка чаш выпала. Ну и карта медведя, которая говорит, что в принципе на достижение, на работу, да все у вас под контролем, мои дорогие. Но у кого-то может именно личная жизнь, серьезные разговоры о проживании, создании семьи, а для людей семейных, мои дорогие, тут что-то будет у вас очень приятное, правда? Добрые вести, может быть, внимание со стороны партнера или которое касается вашей пары. Тут тоже будут как и совместные какие-то решения, причем такие, когда вы как на одной волне. Взаимосвязь вот есть определенная, но до конца мая для вас добрый период. Хорошо? А что же будет продолжаться? К чему все идет? А ведь и правда у кого-то может быть примирение. У кого-то может быть примирение после длительной паузы, мои дорогие. Что-то будет, может быть, и продолжаться. Если меня смотрят мужчины, это вы можете задуматься, а не вернут ли мне какие-то отношения, если вы сейчас один или одна. Может быть, не помириться мне. Здесь нам как будто человек показан
который, ну, ему сложно сделать какой-то выбор, потому что не совсем счастливое лицо у мужчины, но он держит розу. Есть какие-то воспоминания, есть добрые отношения. Мои дорогие девочки, это какой-то человек о вас думает. Вы не выходите у него из головы. И правда, как будто, ну, как нашла коса на камень. Люди не поняли друг друга. Может быть, и было какое-то расставание на какой-то срок. У кого-то короткий, у кого-то подольше. Здесь как две души встречаются. Да, может быть, в виртуальном пространстве, как тянутся навстречу друг другу. И каждый может, кстати, в вашей паре чувствовать себя несколько уязвимым. Почему? Чаромаркете изобразил босиком, да, нашего героя. Это всегда как ступаю по той местности, как неровная дорога, да. Я могу пораниться, или я могу, ну, что-то вот, да, как не чувствую себя в надежной, может быть, ситуации. А вроде как идти-то вперед нужно. То есть какая-то история будет продолжена. Конечно, это может быть связано с тем, что и вы сами будете где-то желать продолжить. Хотя мысли будут разные. Может быть, и в последующий срок. Правда, тоже тут разные мысли. Но давайте мы узнаем, так что же будет продолжаться? К чему все идет? У вас две карты, которые говорят о правильном направлении. Тут какие-то контакты будут продолжаться не просто 6-8 месяцев, а лет 10, мои дорогие. А для кого-то из вас это может, кстати, продолжаться. Не только, конечно, любовная история. Иногда это может быть как творческий проект, то, что вы хотите осуществить. Карта «Звезда» – сияйте, как звезда. Карта будет говорить еще и о поездках, о возможном переезде, который вы задумаете. Или вы захотите с кем-то встретиться, мои дорогие. Расстояние. И расстояние, как и по времени, вот этот долгий срок, да? Но точно так же это для кого-то может быть расстояние по километражу. Может быть, поменять место жительства или создать семью. Проживали раньше отдельно, а теперь попробовать жить вместе. Но такие, как бы, это то, что будет продолжаться. То есть май у вас складывает такую атмосферу, энергии, которые только что-то начинают. Но, может быть, вот именно сначала вот этот выбор, да, между, когда все-таки есть то, что мы должны оставить в прошлом, то, что уже сейчас не имеет значения, то, что уходит, да, мы рассматривали. А вот то, что приходит, добрая энергия, максимально нужно продолжать, потому что тут и стабильность, и безопасность, и возможности. Это все то, что мы чувствуем себя счастливыми. Может быть, и какие-то мелкие приятности, мои дорогие, вот как букет цветов, правда? Ну, понятно, он не сделает нас сильнее, но сделает нашу жизнь более счастливой. Приятный сюрприз, приятные неожиданности. О, ну, может, у кого-то подарок, правда. Ну, может быть, у кого-то и кольцо будет говорить. Или у кого-то вот все то, что я долго говорила. Ведь это карта союза, какой-то союз. И это будет сопряжено с приятными эмоциями. Ладно, сбудется ли ваше желание, мои дорогие козероги? Давайте узнаем вариант номер 1. Тут как будто по судьбе. Но тогда будьте внимательны, потому что по этой карте тут свой срок. Я не буду доставать дополнительные карты, это старший аркан. Иерофант – это как ключи. Ключи и в ваших руках, ключи в руках кого-то другого. Может быть, какие-то двери, как в два замка, вам придется открыть. И от этого или для этого потребуется готовность с вашей стороны и какого-то человека. Поэтому и срок. По иерофанту это всегда, знаете, как ступенчатость какая-то. Тут все идет своим чередом. И где-то карты ведь нам об этом показали тоже. Поэтому желание исполнится. Но у кого-то это может произойти быстрее, а у кого-то нет. Тут именно, может быть, даже для этого нужно еще ряд согласований, подписание каких-то важных бумаг, рассмотрение документов, знание закона. Почему? Потому что иерофант – это структура, это лестница иерархии. Это, опять же, какие-то, ну, может быть, и знания законов. Где-то это менталитет, который принят в обществе. Это, знаете, должен пройти срок, пока мы к чему-то как подстроимся, адаптируемся. Прежде чем мы, может быть, сумеем эти согласования или сбор документов провести. То есть тут есть такой момент, который не просто строится на желании, а еще и с учетом вот некоторых особенностей или обстоятельств
в жизни вашей, но если это связано с человеком, то и в жизни другого человека. Но это сбудется. Второй вариант. Сбудется ли ваше желание, осуществится ли задуманное? Для того, чтобы оно сбылось, вам нужны знания. Для этого вам нужно, вот тут я достану дополнительную карту, как будто нужно что-то доизучить, видоизменить. Вот в том варианте вы как первые пока шаги делаете. Вы только, может быть, к чему-то приступили или собираетесь. И пока сложно сказать, в конечном итоге сложится что-то, получится осуществить или нет. Так сбудется ли ваше желание? Еще один старший аркан. Ну, видимо, какое-то расстояние по времени, мои дорогие, есть. Ну, понятно, и по приложенным усилиям. Аркан умеренности тоже говорит, тебе придется держать баланс. И опять же, какое-то время. Срок нам не называют. Желание может сбыться, но, может быть, потребуется обязательно что-то изучить. У кого-то язык изучить, у кого-то касается работы, может быть, какой-то сертификат получить. Здесь придется тебе еще, чтобы оно сбылось, тебе придется, как может быть, вот избавиться от того, что ты сейчас думаешь, Козерог. Это важно. Тут будет так меняться в твоей жизни, что то, что важно сейчас, завтра ты поймешь, что это вообще не имеет никакого смысла. Всегда предполагает эта карта, что мы надеемся сами на себя, но вы-то как раз и надеетесь сами на себя. Но есть какой-то процент того, что вы все равно будете переигрывать свой план. Вот то желание, оно в сыром виде, оно так не пойдет. Здесь будут какие-то нюансы. И у вас это будет еще сопряжено с получением некоторых новостей. И, мои дорогие, выбором. Как будто нужно что-то изучить, с чем-то разобраться, понимать, как избавиться от какого-то груза прошлого, а после этого сделать однозначный выбор. Точно. И тогда это сбудется. Туз жезлов. Потому что ваша жизнь, вот вторая позиция, второе желание. Как будто вся ваша жизнь делится на период до и после. Здесь не есть что-то такое, знаете, мимолетное, как игра. Здесь что-то более серьезное. И даже если вы сейчас с учетом тройки пентаклей можете это рассматривать, ну, как вариант. Поверьте, вот эта мысль не зря посетила вашу голову. Значит, какое-то именно вот в этом тонком нюансе следует долгое продолжение, которое решается не наскоком, но вы останетесь довольны более чем. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые козероги. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за ваши искренние добрые комментарии, за вашу помощь и поддержку моего творчества. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации, подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылки в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.